Я приветствую вас, друзья, в студии компании «Все соки». Очередной экспертный обзор, и снова вашему вниманию предлагается аппарат, разработанный одной известной южнокорейской компанией. Эти ребята не знают отдыха, не понимают, как вообще можно сидеть на одном месте и выезжать за счет своих старых разработок и собственного имени. За прошедшие пару лет они в буквальном смысле завалили рынок своими новинками, а за предыдущие 5-6 в принципе изменили сознание многих, задав новый вектор развития целой индустрии. Они Hurom. И для тех, кто разбирается, уже одно это слово говорит о многом. Сегодня H400. В 2022 и 2023 годах компания Hurom представила на суд публики сразу несколько разноплановых аппаратов на любой самый требовательный вкус. H310, H320 и M100 появились в продаже одновременно и сразу заняли лидирующие позиции на рынке. В отличие от горизонтальных соковыжималок, которые практически не модифицируются на протяжении целого десятилетия, технология вертикального шнекового отжима соков регулярно совершенствуется. Касается это далеко не всех производителей. Но у Hurom дело обстоит именно так. За последние 15 лет эволюция вертикальных аппаратов Hurom видна даже невооруженным глазом. Последняя новинка корейских инженеров – H400 – вертикальная шнековая соковыжималка 5-го поколения с эргономичным дизайном и очень большим загрузочным отсеком. У 400-й модели есть как уже хорошо проверенные фишки предыдущих поколений, так и какие-то новаторства или, если хотите, эксперименты. Впрочем, в данном случае это точно не должно вас пугать, поскольку ничего радикального инженерный отдел Hurom в этот раз не предложил. Да, вы не видите отжимную корзину, но это вовсе не означает, что здесь ее нет. Просто она скрыта. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Ну и внутри этой спрятанной в корпус отжимной корзины находится не просто шнек, а мультишнек, который является как бы и шнеком, и решеткой одновременно. И эту фишку мы уже где-то видели, но об этом чуть позже. В остальном же это достаточно классическая, если, конечно, говорить про последние тенденции Hurom, вертикальная шнековая соковыжималка со своими плюсами, своей аудиторией и своими возможностями. H400 появилась на нашем рынке в конце 2023-го, став таким образом 4-м аппаратом за год, который Hurom и все соки вывели на отечественный рынок. Новый аппарат собрал самые интересные инженерные решения Hurom. Загрузочный отсек, который упрощает пользователям работу с ингредиентами, контейнер для жмыха, интегрированный в корпус для экономии места и, конечно, бессеточная технология отжима соков – главная фишка последних лет. И несмотря на появление H320, бессеточные аппараты все же доминируют в линейке Hurom. H320 скорее приятное, в чем-то даже необходимое исключение из правил, ведь спрос на сетки все еще есть. Однако в целом индустрия дала понять, в каком направлении она желает двигаться и на какие технологии будет сделан основной упор в будущем. Пойдем сверху вниз. Здесь мы видим уже классический загрузочный отсек Hurom, который они интегрируют во все последние модели. Но в целом эти отсеки, или скорее объемы этих отсеков у актуальной линейки Hurom одинаковые – 2 литра. В чем основное преимущество загрузочного отсека? Для того, чтобы вы не тратили свое время на нарезку продуктов, не стояли над душой вашего аппарата, подкладывая новые и новые ингредиенты, H400 оснащена подобной деталью. Механизм открытия крышки каждый раз выглядит по-разному. То он расположен на ручке, то на корпусе отсека. В данном случае он здесь. Загрузить отсек можно достаточно неплохо уже изначально, и этого хватит на стакан другой сока. Если же вам нужно больше, то либо вы загружаете отсек еще раз, либо подкладываете ингредиенты в процессе отжима. Для этого тут предусмотрено достаточно широкое отверстие. Специальные ножи, коих тут сразу 2, измельчают ингредиенты, которые вы поместили в загрузочный отсек до необходимого размера, чтобы они опустились вниз к отжимной корзине. Материалы, из которых изготовлен загрузочный отсек, отличают прочность и долговечность. Тут Hurom себе не изменяют. Этот корпус из прозрачного АБС-пластика, крышка из АБС, а ножи из полиацеталя. Этот материал Hurom использует в своих последних аппаратах все чаще. Сразу под загрузочным отсеком расположена отжимная корзина. И вот она как раз претерпела определенные изменения, на которых можно остановиться чуть подробнее. Отжимная корзина – важнейшая часть любой соковыжималки. Именно здесь происходит непосредственно отжим сока. При этом технологии могут применяться абсолютно любые. Это и классическая сетка, и решетки, и даже мультишнек. H400 – представительница 5-го поколения вертикальных шнековых соковыжималок, в которой как раз использована технология мультишнек. И это уже 2-е поколение мультишнеков, которые Hurom вывели на рынок всего за 1 год.
Вы только представьте, насколько оперативно инженерные отделы и маркетинговая команда корейского производителя реагируют на общественные запросы и работают над улучшениями своих технологий. Работают фактически в режиме нон-стоп. Для H400 инженеры разработали новый дизайн отжимной корзины. Она слегка вытянута и стала гораздо уже. Поскольку отжимная корзина объемом в 550 мл конструктивно утоплена в корпусе соковыжималки, пользователю необходимо иметь возможность следить за количеством сока, который в этой корзине скапливается. Для этого инженеры Hurum придумали специальную шкалу, по которой очень удобно ориентироваться, если вы предпочитаете держать клапан выхода сока закрытым. Если сок в шкале подошел к самому верху, значит, пора открывать клапан. Напомню про открытое и закрытое положение клапана выхода сока. Эта фишка более актуальна для сеточных аппаратов, поскольку у них есть обтиратели, которые помогают перемешивать сок еще в отжимной корзине. Но, понятное дело, инженеры Hurum уже много лет используют этот клапан во всех своих вертикалках, независимо от технологий. Итак, если у вас несколько ингредиентов и вы хотите, чтобы ваш сок стал более однородным еще в отжимной корзине, просто держите этот клапан закрытым. Если же вы отжимаете всего один продукт, например, морковь или виноград, какой-то разницы между открытым и закрытым клапаном вы, скорее всего, не почувствуете. Есть еще, конечно, фактор вспенивания, то есть когда сок льется по чуть-чуть, он может насыщаться кислородом и немного вспениваться. Понятно, что при закрытом клапане этого практически не будет, но здесь очень многое зависит от конкретного продукта. Поэтому закрывать клапан или нет решать вам, и со временем вы поймете, что для вас лучше. Но вообще это реально мелочь, особенно в шнековых аппаратах. Как вы уже знаете, здесь применена технология 5-го поколения мультишнек. То есть в нашем случае шнек — это не просто шнек, а целая система. Как она устроена? У 310 и 400 моделей двухсоставные шнеки являются одновременно и шнеками, и решетками. Вы же понимаете, что шнек может выдавливать сок либо через сетки, либо через решетки, либо еще через что-то, что пока даже не запретено. И как раз в 5-м поколении инженеры Hurum соединили шнек с решетками. То есть составные части эксперимента хорошо известны и проверены, но в целом это был эксперимент. Как мы видим, эксперимент однозначно удался, поэтому сразу два аппарата из актуального модельного ряда Hurum, представленного на нашем рынке, обладают подобной технологией. После того, как продукт предварительно измельчается в загрузочном отсеке, он попадает под воздействие мультишнека. Кусочки перетираются, и происходит разделение на сок, который просачивается через решетки, и жмых. Сок остается внутри, а жмых выходит через специальный клапан в контейнер, который интегрирован в корпус соковыжималки. Подобная технология уже использовалась в H200, и пользователи оценили ее довольно высоко. Экономится место на кухне, а сам аппарат смотрится более эргономично и стильно. Да, многие из нас действительно большое значение придают компактности того или иного аппарата, который впоследствии будет стоять у нас на кухне. 400-я модель в плане габаритов вполне себе вписывается в модельный ряд Hurum, ничем особо не выделяясь на фоне H100, H200 или H320. Более того, за счет несколько вытянутой формы она смотрится чуть уже, нежели ее предшественницы. Это при том, что в целом тактико-технические характеристики у них плюс-минус схожие. Объем загрузочного отсека 2 литра и примерно 550 мл у нас отжимная корзина. Ширину, высоту и прочие базовые параметры вы можете видеть у себя на экране. Материалы, как обычно, на высоте. Сама корзина из ультима с некоторыми вкраплениями АБС и силикона. Мультишнек тоже отливается из ультим, и здесь у Hurum все достаточно стандартно. В хорошем смысле, конечно. Подготовить соковыжималку к работе очень просто. Мультишнек собирается одним движением и вставляется в корзину. Сверху одевается загрузочный отсек, после чего вся конструкция устанавливается на корпус соковыжималки. Сзади расположена одна кнопка, которая отвечает за включение, выключение и реверс. Элементарное управление и действительно легкая сборка. С каждым последующим поколением Hurum выпускает все более доступные аппараты, с которыми очень удобно работать. Благодаря малому количеству деталей аппарат очень легко мыть, а значит, уход за соковыжималкой стал еще проще, нежели раньше. А если соковыжималка не требует к себе повышенного внимания, сложного ухода и длительных банных процедур, то и вероятность того, что со временем вы разочаруетесь в аппарате или охладеете к отжиму соков, приближается к нулю. Внутри этого корпуса, помимо спрятанной отжимной корзины, находится сердце любого электрического прибора – двигатель. 150-ваттный движок, который приводит в движение и мультишнек, и ножи загрузочного отсека. В этой модели инженеры немного разогнали обороты шнека, которые могут доходить до 90 в минуту. Зачем это было сделано? Дело в том, что H400 не единственная в мире соковыжималка, собранная по этой технологии.
Первое, что сразу приходит на ум, это H310, одна из самых компактных соковыжималок на маркете в настоящий момент. Классная, уже проверенная временем и действительно надежная. Но и она не была первой. Летом 2021 года в продаже появилась H300, первая в мире соковыжималка, в которой официально была применена технология Multi-Schneck. В России она не была представлена, и со временем Hjurum признали некоторые огрехи того аппарата. Он действительно был экспериментальным, в отличие от нашей сегодняшней героини, которой в этом плане было гораздо легче, поскольку шли инженеры Hjurum по своей же проторенной дорожке. Так вот, уже у 300-й модели скорость вращения шнека, точнее мультишнека, была увеличена до 70 оборотов в минуту. Корейцы посчитали, что для новой технологии и для единой, а самое главное, корректной работы загрузочного отсека и мультишнека необходимо увеличить обороты. При этом объем отжимной корзины H300 был всего 300 мл, а у нашей сегодняшней героини 550. Наученные опытом 300-й модели и поняв, что в этом направлении они все делают правильно, инженеры Hjurum увеличили скорость вращения мультишнека H400 до 90 оборотов в минуту. И понятно, что для вас, как для пользователей, увеличение с 43 или 50 оборотов до сразу 90 может показаться достаточно резким. Но это если мы сравниваем нашу H400 с H200 или, например, с H100. А ведь есть и промежуточное звено эволюции в виде модели H300. И когда вы осознаете этот факт, увеличение скорости вращения шнека не кажется вам таким уж радикальным. Всего-то с 70 до 90, при том, что аппарат явно стал вместительный. Значит, все правильно. И это в любом случае медленный шнековый отжим соков. Вертикальные шнековые соковыжималки, к типу которых и относится Hjurum H400, выбирают из-за удобства эксплуатации и, конечно, универсальности. У хорошей вертикалки очень мало ограничений по использованию тех или иных продуктов, а сам процесс отжима соков не требует каких-то специальных навыков. И если горизонтальные двухшнековые аппараты обычно берут те, кому важна работа с самыми сложными или же специфическими ингредиентами, то H400 и схожие с ней аппараты не имеют какого-то узкого профиля, что называется специализации. Впрочем, при любом раскладе твердые фрукты и овощи, корнеплоды и свежая листовая зелень будут хорошим выбором. Итак, если для вас одним из важнейших критериев является универсальность, H400 вам подойдет. У нее хороший КПД, который плюс-минус равен всем хьюрумовским аппаратам последних лет, и минимальные ограничения по продуктам. Мультисоки, моносоки, ореховое молочко и даже сорбеты из замороженных ягод и фруктов. Как вам использовать ее возможности, решать только вам. Далее, H400 – аппарат, с которым действительно легко работать. Причем, и мне кажется, это очень важно, работать каждый день. Многих пользователей пугает процесс сборки, разборки и тем более мытья соковыжималки. По мнению тех, кто не знаком с последними разработками Hjurum, уход за соковыжималкой – это целая эпопея. Куча деталей, мелкие сетки, непонятная сборка и так далее. Но уже много лет назад это было опровергнуто Hjurum выводом на рынок первой беседочной соковыжималки Hjurum H100. Далее все только упрощалось. На смену решеткам приходит мультишнек, и деталей становится еще меньше. Понятно, что это своего рода эволюция, то есть постоянный процесс адаптации под изменяющиеся запросы рынка, и Hjurum отслеживают их очень четко. Поэтому, если вы подбираете себе не только универсальную соковыжималку, но и аппарат, на котором вы, возможно, будете работать каждый день, вот вам отличный вариант, вполне подходящий под эти критерии. Третий важный момент, который хочется озвучить после универсальности и удобства эксплуатации, это, конечно, надежность. Не думаю, что вы берете соковыжималку на год или пару месяцев. Как минимум, это не самое лучшее вложение денег. Хорошие корейские аппараты отличает классная сборка, проверенные материалы и достойные гарантийные обязательства. Зачем нам нужна большая гарантия? Ну, казалось бы, какая нам разница? 2 года гарантии или 10, как у H400? А разница есть. Производитель, который уверен в качестве своей продукции, может с легкостью предоставлять серьезные гарантийные обязательства. Ему это просто ничего не стоит. Есть обратные примеры, когда производитель или импортер вымучивают полгода или год гарантии, и едва ли не всей компании молятся, чтобы за этот год ничего не случилось, и не пришлось брать аппарат на ремонт. Для того, чтобы обзор был объективным, нужно упомянуть и о возможных минусах аппарата, хотя, возможно, для вас это минусом считаться вовсе не будет. Мультишнековая технология на данном этапе не предполагает наличие насадки для соков с мякотью. В H400 соки получаются однородными, но самое главное с низким содержанием мякоти. Поэтому, если вас интересуют более густые соки, своей консистенцией более похожие на смузи, вам стоит присмотреться к другим аппаратам из актуального модельного ряда Hjurum.
Да, это правда, и это к вопросу об универсальности. H400 отлично справляется с большей частью ингредиентов, но у нее одна насадка мультишнек. Поэтому пюреобразной консистенции, например, томатного сока у вас не получится. Если же вас это не интересует в принципе, и вам нужны соки из моркови, апельсинов, яблок или сельдерея, для вас H400 реально универсальный аппарат практически на все случаи жизни. Ну и на всякий пожарный давайте я напомню, что по каждому аппарату, который я обозреваю, снимается огромное количество технических и рецептурных роликов, доступных на видеохостингах и в социальных сетях компании «Все соки». Это сезонные рецепты, ролики, посвященные тому или иному празднику, и небольшие технические обзоры, в которых в сжатой форме рассказывается о преимуществах того или иного аппарата. В своих больших экспертных обзорах я рассказываю об аппарате более глобально, про его место в истории, про развитие индустрии в целом и технологий в частности. Но не каждому зайдет такой формат. Некоторые не могут смотреть ролики дольше 5 минут, а иногда и 5 секунд. Именно поэтому мы снимаем для вас короткие технические обзоры на самые актуальные аппараты, представленные на отечественном рынке. Hurum H400 – пятое поколение вертикальных шнековых соковыжималок от всемирно известного корейского бренда. Аппарат будет интересен тем, кто ценит универсальность, простоту эксплуатации, легкий уход и безукоризненное корейское качество. 2 десятилетия подряд Hurum ведут за собой целую индустрию. Основной профиль компании – это вертикальные шнековые соковыжималки. Однако производственные мощности Hurum позволяют компании выпускать и горизонтальные аппараты. Причем некоторые модели делаются на заказ специально для других брендов, которые понимают, что лучшего качества сборки им просто не найти. Ведь это Hurum. Настоящий Hurum.